Была ли Русь богатым государством? Вопрос богатства русских владений, как то всегда, идет в тени более важных процессов. Однако, это крайне важный момент, позволяющий понять причины военных набегов, мятежей, смены власти и династий. Можно ставить вопрос даже много шире. Были ли богатыми русские княжества, Московское царство и Россия вообще? Патриотическая мифология здесь однозначно постановляет: Русь и Россия были и есть невероятно богатыми землями, поэтому их так жаждут захватить соседи близкие и далекие, отнять ресурсы и поработить местных крепостных еще больше прежнего. Так удавалось поднять народ на сопротивление полякам, затем в войну с Наполеоном и далее по списку. Но что на деле? Ведь не секрет, что русский человек живет и жил всегда крайне бедно, балансируя на грани голода, а разве государство при этом было богатым? Начнем с самых древних времен. Славяне возникают в Европе в средние века и на занимаемых областях имеют свою узнаваемую материальную культуру, раскопав которую можно понять уровень богатства племен. Тогда это было результатом либо высокой культуры, как в Персии или Риме, и даже империи скифов, чтобы ценное производить, или высоких воинских навыков, чтобы ценные предметы отнять, как у германских племен. Славяне живут между германскими и иранскими племенами, и их бытовые предметы характеризуются одной удивительной чертой – крайней бедностью. Это буквально глиняная посуда, примитивный инвентарь, редкие украшения и ткани. Причем у живущих через несколько километров германцев, напротив, обилие оружия и серебра. У иранцев еще и дорогая конская сбруя. Почему так? И это признаки славян от Днепра до Одера – загадка. Еще ученый Нидерли определил тотальную бедность славянских погребений, в отличие даже от небогатых соседей. Ни оружия, ни украшений, ни амуниции или золота. Глина, дерево, камень. Бедность инвентаря остается дифференциальным признаком славянских погребений, что наглядно проявляется в частности, когда в одних и тех же некрополях встречаются славянские и богатые скандинавские курганы. О том же пишут в Византии, что славяне прибыли в Грецию как захватчики, но воюют крайне примитивным оружием, не знают доспехов и строя, редко держат прямой бой, предпочитая ложные отступления и засады. Это племенная орава каменного века с плетеными щитами, примитивными луками, дротиками и копьями. Ни брони, ни мечей или топоров, отсюда и тактика «бей и беги». Стоящие за экспансией славян на Балканы авары, вооруженные куда лучше, буквально до зубов, и брони своих коней, знали эту особенность славян и совершенно ее использовали по-своему. Каган аваров Баян, угрожая Византии, обещал послать на их города полчища таких людей, что ему не жаль будет, даже если они все там и погибнут, но число их задавит всю византийскую армию. И действительно, славяне прибыли на осаду Константинополя на лодках по морю, но опоздали, сорвав планы авар, за что были наказаны истреблением прибывших. Что же, можно признать, что ранние славяне были людьми крайней бедности, не знавшими не то что украшений из золота, но даже хорошего оружия. Зато их руками и кровью богател аварский каганат, накопивший золото столько, что разгромившие его франки несколько недель вывозили казну аваров на обозах в столицу. Освободившись от авар, славяне слились в несколько центров власти – в Киеве, Новгороде, Смоленске и стали уже полноценным государством. Здесь произошла раскалибровка, стоявшие на торговых путях Киев и Новгород быстро богатели, а вот прочие города не имели такой ресурсной подпитки и развивались медленно, как глухая периферия. Тем не менее, надо признать, что хотя прогресс был сильным, но Киев и Новгород даже близко не могли тягаться с приморскими городами Европы по богатству. Торговля шла, но это были самые северные окраины купеческих маршрутов. Более того, скорее сама Киевская Русь была донором товаров. Меха, мед и рабы составляли основу славянского экспорта, и по сути, торговые центры Киева
были как раз местом размена славянских товаров на деньги. Примерно так же жил и сам Новгород, перевозя те же товары, только уже в Киев и далее на юг. Иго Хазар в Киеве и власть варягов в Новгороде дали новые горизонты. Не только товары, но и дань может быть источником богатства. Ею облагались как собственные подданные, так и соседние племена, и даже те, на кого был успешный набег, и он опасался повторения. Князь-воитель Святослав получил от Византии почти полтонны золота в уплату за войну с болгарами. Ярослав Мудрый в 1043 году потребовал от императора заплатить ему более 1,5 тонн золота. И вот теперь Русь стала богатеть. Если не до уровня Константинополя, то вполне сопоставимо с монархами германских царств, что имело и обратную сторону. Теперь уже сам Киев был объектом удара ради дани. Все знают о хазарском налоге с каждого дыма, но случались и кратковременные набеги, разорявшие семейства. В 889 году венгерская орда под командованием хана Альмыша прошла мимо Киева. По требованию венгров, князь Олег заплатил им 10 тысяч марок звонкой монетой, не считая огромного количества лошадей с разукрашенными седлами и уделами, 100 половецких мальчиков, 40 верблюдов, драгоценного меха и прочих полезных вещей. С Владимира Волынского венгры получили 2000 марок серебра, 100 марок чистого золота и множество предметов. Галичскому князю тоже пришлось порядком раскошелиться. Золото, оружие, рабы и меха были главными товарами эпохи, и 2 из 4 были в славянских землях. Арабское серебро и золото, франкские мечи обменивались на соболей и рабов из глухих лесов. Киевские и новгородские купцы были очень богаты. Золотая эра привела к тому, что даже рассыпавшись на несколько десятков княжеств, русские города вполне вели успешную экономическую жизнь и не были бесконечными полями с нищим населением. Монголы, разорив русские земли, покончили с этим благолепием и обогатились сами. Следующий период оказался много хуже. Юг был тотально разорен, на руинах Киева не могло быть и речи об успешной торговле. Остатки русского могущества были изолированы на северо-востоке бывшей Киевской Руси, землях холодных, бедных и далеких от торговых путей. Богатеть там было решительно ни на чем. Это и объясняет, куда пропала Русь из европейских хроник. До монголов через Киев шла активная торговля, и о Руси знали все страны Запада. А вот затем на месте Киева оказались татары, которые не вели там активных дел, а русские князья стали изолянтами на глухом северо-востоке. Тяжелые и бедные земли для сельского хозяйства, нет морей и крупных городов рядом, нет даже месторождений металлов. Как русским накопить силы и скинуть чужую дань? Поэтому так долго шло освобождение, и для этого потребовалось завоевывать одного за другим соседей, биться за выходы к морям и рекам, уходить далеко на восток за ценными товарами. Откровенная нищета, усиленная тяжелой данью сначала монголов, а затем и своих князей, вымогателей типа Ивана Калиты, стала залогом того, что население росло слабо, вело нищенскую жизнь и не имело просвета. Разбогатеть на сельском хозяйстве было нельзя, для торговли необходимо было искать счастье в татарских владениях. Оставался только один пункт – идти в княжескую дружину, которая отберет средства у населения и передаст их своим защитникам. Боевые холопы стали феноменом такого рода. Изначально их ввели для того, чтобы нищая казна не собирала армию за свой счет, а делали бы это феодалы их своих средств. А привело к тому, что боевых холопов стало так много, причем отвратительно вооруженных и готовых, что иной раз пахать землю было некому, потому что холопство в бою было более легкой долей. Ко временам Грозного страна окончательно замкнулась в фазе, когда ресурсы были еще скудными из-за положения страны, а население уже слишком значительным, чтобы еще больше не обеднеть без попыток выйти на другие рынки. Так или иначе, это обусловливало стремление Грозного, ТО в Казань и Астрахань,
где торговая река Волга свяжет Восток и Европу через Москву. Затем робкая попытка пробиться к Черному морю и потерпевшая крах. А затем и попытка рейда на Балтику, где Ливонская война, хотя и началась хорошо, но закончилась разгромом и истощением страны. Безумная внутренняя политика Ивана Грозного и половинчатые успехи на внешних фронтах. При выходе на восток был утрачен Запад и Юг, привели к тяжелейшему экономическому кризису и смуте. Тем не менее, после тяжелейшей смуты, интервенции, народ самостоятельно научился поднимать свой уровень жизни за счет активной торговли товарами из Сибири, Урала на Волге, в Карелии и в Литве. Юрий Крижанич, описывая страну времен Алексея Михайловича, писал о том, что население жило лучше, чем на соседних территориях, имея в виду поляков, литовцев и шведов. В то же время путешественник признавал, что знать в Англии, Франции, Испании и Италии по богатству превосходит русскую элиту. Но городские жители и крестьяне в России живут лучше, нежели в более богатых странах. И вот в этот период начала складываться особая ситуация в России. Как пишет Академии Леонид Милов, в России потребности индивида были всегда выше, чем в Европе, по климатическим причинам, а условия их реализации были в разы хуже. Урожайность средней полосы России была такой низкой, что не позволяла получать прибавочный продукт в должной мере. Проще говоря, трудиться нужно намного больше, а прибыль получается намного меньше. На массовом эффекте и по годам это складывается в огромное отставание России и необходимость тратить колоссальные ресурсы на обогрев помещений зимой и элементарное физическое выживание. Фундаментальная разница приводит к тому, что в России всегда была страшная скудность ресурсов, для получения которых требуется прилагать сверхусилия. Более бедное и хронически перерабатывающее население не в состоянии накопить капитал, что задерживает развитие страны и экономики. Жить за счет своего труда зачастую просто невозможно, поэтому нужна внешняя экспансия для захвата чужих ресурсов, а для населения путь человека труда зачастую тупик и возможность быстро надорваться, в отличие от служения феодалу, который выдает окормление или прямой доход. Таким образом, только довольно короткий период своей истории Русь была богатой страной, а вот все прочие периоды это была нищета и экстремальная бедность. Как уровни государевой казны, перебивавшейся едва и крайней нищеты людей на местах, особенно низких классов. Пишите, что думаете по этому поводу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.